Если эта история не кажется вам симпатичной, то пролистывайте это видео. Мне она кажется безумно прекрасной. Каким образом, итальянцы на простых формах делают вот такую вот невероятную историю. И я попробую подойти с разбором декомпозиции. Декомпозиция будет очень простая. Смотрите, у них есть задача забора. И этот забор, он перекрывает вход во внутренний небольшой дворик. Дворик соседствует вот с таким домом. У него сложная, очень спорная история. Я уже свыкся с такой ситуацией. Ходить по этим улицам — это немножко опасно, но мило. Знаете, мило. Мило, да. Так вот такой двухэтажный домик, и там небольшой проход. Подойдем поближе. И для начала поймем, где это. Это Сицилия. Это небольшой городок, Катания, вот здесь на побережье. Простой прямоугольник, но дико эстетичный. А почему? А потому что простые формы правильным образом сгармонизированы. То, о чем я постоянно говорю. Как сама форма домика очень простая, так и составляющие элементы. Они тоже очень простые. Что может быть интересно? Нужно брать и повторять. Брать и повторять. Но только нужно опираться на правильные принципы. Но сначала мы пойдем туда, к вот этой нашей арке. Но сначала пройдемся немножко по нашему домику вверх. Вверх до самой крыши. Ничего сложного. Все просто. Только несколько правильных элементов. И вот эти правильные элементы, правильные пропорции работают очень хорошо. Создают вот эту невыразимую эстетику, которая даже погибая остается невыразимо прекрасной. Что совершенно не могут, мне кажется, современные материалы. Маленький человечек хорошо нам показывает пропорции вот этого арочного проема. Если мы посмотрим на материалы, то это, скорее всего, такие простые бетонные блоки. Что мы видим? Простая форма арки, и на месте замкового камня вот такое вот странное изображение некого такого поросенка или барашка. На месте перелома форм арки вот такой элементарный орнамент. Скромный, деликатный. И колонна, которая поддерживает арку, таким забавным способом декомпозирована. Это как будто бы такая себе капитель. Это ствол колонны, это пьедестал. Соответственно, пьедестал, он темный, тяжелый, остальная часть арки такая светлая, почти легкая. На этом с декором арки все. И, как вы видите, это все равно выглядит превосходно. Двери, которые присутствуют в теле арки, это простой металлический орнамент, элементарный. Сдержанный, деликатный, никакой вычурности. Все просто, все чисто, все стильно. Я надеюсь, вы понимаете, что от балды совершенно невозможно нарисовать такую арку, а нужно на что-то опираться. Вот на что я, например, опираюсь. У Михайловского очень круто все разобрано, и можно понимать и использовать. Он очень практичный и очень понятным языком все разбирает, поэтому прям мои рекомендации. У рядом стоящего домика, вот этого тоже очень симпатичного, арки более классичных пропорций. Но опять же, вы видите, простая эстетика, которую можно повторять, если понимать, из чего она складывается. За пропорциональной схемой, наверное, к Михайловскому снова, а если мы посмотрим на то, как в материале это все выглядит, то симпатичный, простой рисунок Руста. Вот он, классичный. Кстати, домик 13. Интересно, простая ли у него судьба. Плюс супер деликатная форма наличника двери. Немножко естественного света над самой дверью. И эстетичный простой металлический орнамент. Супер сдержанное оформление фасада. Вот такой простой руст и чуть-чуть орнамента. Чуть-чуть деликатного орнамента. То же самое на прямоугольной двери. Деликатный наличник, простая металлическая форма и невыразимая, неповторимая гармония. И то же самое с фальшивым арочным проемом. Та же самая история руста и орнамента. И плюс небольшое пространство, куда обычно ставят икону Пресвятой Богородицы. Ну или каких-то других святых. Италия, Сицилия, да, браво. Также очень простые, но деликатные формы, которые поддерживают балконную структуру. И вот такую вот историю сам не нарисуешь. Это лучше к книжке Михайловского обратиться
или к вообще первоисточникам типа Витрувия. Да, нужно читать Витрувия, что, как и почему. И лучше, наверное, просто брать оттуда, не придумать самому. Во всяком случае, я бы так и сделал, скорее всего. Если поднимемся, посмотрим наверх, то наверху также тот же самый руст и простой наличник белый. И вот здесь формы, поддерживающие балкон, простые, но, скорее всего, это следствие одного из стадий реставрации. А вот там наверху они сохранились с изначальным орнаментом. Орнамент без вычурности, просто лист аканта. И смотрите, как это все деликатно гармонизируется между собой. Наиболее сложная и декоративная часть, наверное, вот здесь, но до туда я почти не дотягиваюсь. Потрясающее дело рассматривать итальянские домики, потрясающее. Смотришь, нужно долго стоять, нужно долго смотреть, и тогда начинаешь врубаться, насколько все это круто. Но вернемся вот к тому оставленному нами прекрасному домику. К сожалению, попасть вон туда, за вот эту вот дверь я не смогу, так что только чуть-чуть заглянем, и там все та же история продолжается. Просто симпатично и деликатно. Но мы можем посмотреть вот с этой стороны. И посмотрим, например, сначала на вот этот вот балкончик. Скорее всего, с него содрали все, что было раньше, но даже вот в таком виде, в виде основных элементарных пропорций, на которых он построен, он все равно выглядит прекрасно. Как создается, как происходит это невыразимое чудо. Простой рисунок структур, которые поддерживают данную балконную форму. Вот здесь простая структура, вытянутая. Балконное ограждение без вычурности. Дверь с наличником в удивительно симпатичной пропорции. И такое милое круглое окошко. Опять же напомню, это просто прямоугольник. Просто прямоугольник, который типичный, обычный итальянский архитектор делал совершенно прекрасно. Вот что он сделал с окном. Из декоративной истории здесь только низ. Но рядом вот интенсивно проработанная структура. Хотя, может быть, просто наиболее хорошо сохранившийся. Потому что до туда, может быть, не допрыгнули вандалы? Или кто? Кто отдирает, кто разрушает все эти вещи? И вот такие фрагменты очень напоминают мне элементы Петербурга. У Михайловского тоже эти структуры подробно использованы, разобраны, поэтому есть моменты, по которым можно понять, каким образом это все строится. Поэтому нужно просто брать и в правильном соотношении делать себе. Почему нет? Пусть и Россия становится тоже прекрасной, а не вот это вот все. Что архитектор сделал с дверью, которая уходит туда, вниз? Все та же история такого грубого, но в то же время деликатного, странного, эстетичного оформления. Почему это работает хорошо? Потому что правильные пропорции и натуральные материалы. И вот это вот жить будет очень долго. И чем старше будет становиться, тем прекраснее будет становиться. И даже когда грубым образом, вот, например, там затирают какие-то вещи бетоном, это нисколько не портит ситуацию. Римская империя придумала бетон. Браво, Римская империя. Вы умеете с ним обращаться в любом состоянии. В домике есть даже такая своеобразная колонна. Смотрите, я поднимаюсь туда, и вот ее признаки. Вот они. Видимо, домик был раньше проработан гораздо сильнее, но от него начали отнимать части. Вот они ушли вот здесь, они ушли вот здесь. Но даже теряя части, правильно выстроенная структура не становится от этого менее симпатичной. Может быть, даже еще более драматически прекрасной. Опять же напомню, это просто параллелепипед, простой параллелепипед. Если мы посмотрим на него с внешней стороны улицы, то, в принципе, вся та же самая ситуация. Все просто, чисто, гармонично и великолепно. Все, за что мы любим Италию. И даже в таком сильно постаревшем виде она становится только прекрасней. И это просто один из множества домиков на одном маленьком городке Сицилии. А сколько такой красоты еще вот здесь. Невероятно.
В общем, это я про что? Думая, например, о домике, о таком простом параллелепипеде, можно подумать о том, что можно приносить на него вот такие вот простые элементарные структуры, которые сейчас видели в домике в Италии, и делать его потрясающим, делать его прекрасным. И с течением времени эта красота будет только улучшаться, если вы используете правильные пропорции, если вы используете натуральные материалы, если вы опираетесь в своем понимании на вот эту вот изначальную итальянскую эстетику. Но если вы хотите. Если вы не хотите, делайте что вы хотите. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Пока.